Постепенно выползают из своих нор. А что происходит? Я Тян, отвалите. Блин, он же меня не знает, почему так обо мне говорит. Бущенная женщина дальше не пройдет. А потом просто понеслась. Почему 10 лет назад никто нас не пнул от этого компа, и почему мы все еще здесь, всю жизнь испортил? Дело вся побитая, они ходили побитые. В интернете проще, потому что ты не видишь человека. Извиняться, меня там не научили. Такая странная немножко. Вопрос зачем? Снова повторять. Потом выяснится, что да. Резко переобуваемся. Ты прям хочешь прям щелбан в лоб дать. Постоянно. Ты сжигала там людей? Конечно. Но я считаю, что это даже не то, что мерзко. Травля — это страшно. Кто-то рыдает. Возможно, я. Открыть пакет. Всем привет! Наверняка каждый из вас играет в компьютерные игры. И возникает вопрос, почему все чаще появляются девушки у нас в командах, да, куда они берутся, и какая у них мотивация заниматься, соответственно, играми, киберспортом. И сегодня об этом мы поговорим с Ксенией. Ксения Мещерякова, она же Трианна. Все правильно сказал? Здравствуйте. Во сколько лет ты начала играть в компьютерные игры? В компьютерные, наверное, когда в классе в 5. Сколько мне тогда лет было? Сколько лет людям в 5 классе? Ну, в общем, в 5 классе. Напишите в комментариях, сколько лет, когда вы в 5 классе. Да, мне тогда папа купил первый компьютер, но не провел интернет. И я тогда скачала себе Sims, все части. И мне этого хватало за глаза. Была шикарная, красивая жизнь, богатая. Ты сжигала там людей? Конечно. Классика. Кто этим не занимался. А потом уже папа сделал мне интернет, но у меня было важное условие. У меня месяц есть интернет, месяц нет. Типа, чтобы ты могла учиться, да? Ну да, они надеялись, что это как-то меня ограничит, но, в общем-то, нет, не сильно меня это ограничило. Мне хватало этого месяца, чтобы договориться с теми, у кого я буду играть, пока у меня интернета нет. Слушай, как я сказал в начале, количество девушек, которые играют в компьютерные игры и, в принципе, участвуют в киберспорте, оно неуклонно растет. Вот как ты считаешь, с чем это связано? Ну, смотри, на самом деле девушек, в принципе, всегда играло меньше в компьютер. То есть и сейчас играет меньше, будем честны. Вот. Но я думаю, что сейчас просто вот именно киберспорт женский стал намного доступнее, чем раньше. Потому что еще несколько лет назад, 5-6, даже для парней это было типа что... Там какие-то соревнования, где какие игры, кто играет. Вот. И сейчас, когда киберспорт стал супер-мега популярным, очевидно, что девушки не останутся в стороне, им тоже хочется посоревноваться, тоже хочется себя проявить. Вот. Но пока с этим тяжело, но постепенно выползают из своих нор. Ты больше ответила про киберспорт, а вот именно гейминг, я имею в виду. Так девушки всегда играли, просто из-за токсичности комьюнити игрового, сколько я общалась с девушками, лично мой опыт, я очень много до сих пор пишу о себе от мужского лица. Да. Потому что зачем? Ты как-то ошибешься, тебе начнут писать эти очень смешные шутки про кухню, и ты такой, да, расскажи, пожалуйста. Уже лет 7 это слышу. Блин. И все считают, что это очень оригинально, но вообще нет, не очень. И так что я думаю, что на самом деле... Посмотреть полную статистику, сколько женщин играет в игры, пока очень сложно, потому что процентов, мне кажется, 40 пишет о себе от мужского лица. Слушай, я буквально, месяц назад мы что-то играли в лолку с типом, и, попалось в пати, тело под названием «Я Тян, отвалите». Вот если «Я Тян, отвалите» ты там смотришь, я, собственно говоря, о тебе рассказываю. Вот. И что-то мы начали разговаривать туда-сюда, мы нормально сыграли. Я говорю, go в Discord. Заходит в Discord мужское тело. И я говорю, а ты-то, собственно говоря, зачем назвался «Я Тян, отвалите»? А он сказал, что мне, я когда играю с таким ником, женским, да, грубо говоря, да, намекает, мне достаются какие-то ништяки.
Типа там синий баф. Ну, слушай, если я зайду на русский сервер с ником Триана, во-первых, я услышу себе много очень интересного, во-вторых, мне будут сливать через одну игру с фразой, там, не знаю, «бущенная женщина дальше не пройдет». Ну, как бы, поэтому я не играю на русском сервере сейчас со своим никнеймом после 2019 года. Ну, как бы не то, что мне не обидно, боже, ну сливайте сколько угодно, у меня 10 тысяч этих аккаунтов, я свое всегда апну, но просто иногда овертоксичность людей, как бы иногда ты настроен с кем-то поболтать в чате за жизнь, да, так сказать, ну, такое. А что обычно пишут? Типа, вы Виктис сливали, ни одну игру не выиграли, вот это вот пишут? А это прям можно озвучивать все, как они пишут? Что-то типа там бущеные шлюхи, там просто бущеные. Я знаю, кто вас ебал. Ну, в общем, я такая, да, очень интересно. Как бы сейчас уже почти не пишут, но ты знаешь, я в целом до того, как мы стали играть на про-сцене, я на русском сервере очень много с кем общалась в чате. Я была таким игроком, который, вот если мне что-то не нравится, я обязательно об этом скажу. Вот, обязательно. Поэтому, в принципе, когда мы сделали анонс, половину людей меня уже так подхейчивала, а потом просто понеслась. А в какие игры обычно играют девушки? Это какие-то другие игры, нежели чем те игры, в которые играют парни? Либо это те же самые? Вот на твоем опыте, скажем. Или на опыте вот девчат, вот, с которых ты знаешь, с кем играешь? Ну, блин, все очень индивидуально. Кому-то очень нравятся, там, допустим, какие-то пошаговые рогалики. И у меня есть девочки, которые играют только, там, допустим, For the King, какие-то такие игры, супер вот типа настолок. Кто-то очень любит игры типа Don't Starve Together. Это там нужно постоянно гриндить, постоянно крафтить вещи. И там вся игра состоит из того, что ты должен просто выживать, проживать каждый день и там создавать свою поле там с едой, со всеми вот этими вещами. Кто-то играет в КС жестко, постоянно только в КС. У меня вот подружка из универа близко, мы с ней познакомились, когда начали на тупых шутках на первом курсе. Мы с ней сидели за одной партой, я услышала какой-то вот мем, который она говорит, поняла, что никто не среагировал, кроме меня. Я так на нее смотрю, она на меня из Крабури, и вот мы до сих пор дружим. Она тогда глобалом была. Вот. Прямо из Крабури? Да, ну, все вообще супер индивидуально. Вот им нужен этот адреналин, нужно это соревнование, им, типа, очень интересно. Есть, которые заходят просто почилить с друзьями или там с молодым человеком или еще куда-то, и тогда что-то, ну, такое синглплеерное больше. Вот, это очень индивидуально, тут нет вообще различия там между гендерами, просто у каждого на свой вкус и цвет. А как ты вообще считаешь, как игры, особенно те игры, которые связаны с насилием, влияют на женственность, да, на какое-то там женское начало девушки? Ведь практически каждая игра, там CS, Кололка, там Dota, Among Us, они все основаны на убийстве. Вот твои мысли по этому счету. Да слушай, ну, если просто, допустим, брать свой личный опыт, вот я всегда дружила с парнями, мы пиздец палками друг с другом вечно. Я ходила вся побитая, они ходили побитые. Как бы, ну да, так вышло, на самом деле. Ну, не знаю, а как влияет? Да не сильно. Просто девочки, которым изначально неинтересны компьютерные игры, они, ну, в целом в другой сфере. Да, там где-то в моде, где-то в чем-то, все такие. Ну, там вот. в куклы играют, например, Ну, да? да, может быть, куклы, но они где-то там, где все спокойно, где нет стресса от этого бесконечного. Ну, у меня есть подружки, они достаточно женственные, они играют в лол. Их, правда, очень мало, но они есть. Вот, я бы не сказала... А вот женственные во что играют? Я не знаю, с такими не общаюсь. Они, по сути, могут на тебя обидеться, то, что, ну, типа, если ты с ней общаешься, значит, она не женственная, ну, сразу же, априори. А я не общаюсь с обидчивыми людьми. Окей. Как ты думаешь, есть ли женская игромания и насколько она сильнее, либо, может быть, слабее, чем мужская? Женская игромания. Мне кажется, что это, если это мы говорим конкретно о болезни, то как алкоголизм. Ну, такая странная статистика, на самом деле. Я думаю, что вообще любой зависимости подвержены, в принципе, все. Но если мы возьмем тот факт, что женщин, в принципе, играет меньше, да, в игры, вот, то, наверное, меньше. Количественно меньше. Да. То есть гендерного здесь Нет, различия... абсолютно нет никакого. Просто есть такая тема, что среди парней, особенно среди тех, которые играют в игры, среди них есть большее количество антисоциальных элементов, которые, ну, не любят общаться с людьми, у них не получается, они сидят там целыми днями играют. Вот среди девушек, мне кажется, ну,
девушки, они всегда более предрасположены там пообщаться, это практически, ну, просто психика по-другому устроена, и девушки, они легче находят общий язык и общаются с большим удовольствием, чем парни. Ты это можешь как-то опровергнуть либо подтвердить? Ну, смотри, люди в целом уходят в виртуальный мир, неважно, что это казино, допустим, оно онлайн, игры, ну, любое как бы виртуальная реальность – это уход от каких-то внутренних или внешних проблем. То есть, когда у тебя в жизни, ну, это такое вот мое субъективное мнение, ну и, наверное, опыт, вот, который я видела. Когда у тебя в жизни все настолько классно, ты всем доволен, у тебя есть какие-то успехи, стремления, ты, в принципе, там, ну, тратишь на что-то, на какой-то активный отдых, на какое-то, ну, вот что-то физическое, что-то вот ИРЛ. А когда у тебя, допустим, не складывается что-то в семье, ты недоволен своей работой, там, учебой, внешностью, еще чем-то, ну, тебе нужна какая-то отдушина, где-то себя там проявить или где-то отдохнуть. И чаще всего люди вот уходят как раз в такие вещи, потому что, ну, ты не состоялся здесь, ты можешь состояться тут, потому что, допустим, вот здесь вы все равны. Да, ты там загружаешься в лоли с первой минуты, вы абсолютно в равных условиях, грубо говоря. Поэтому есть девушки, с которыми, ну, мы общались, я очень много таких находила. Ну, дружбы не заводилась, но так, я 10 лет просто играю в лол. За 10 лет у меня было очень много разных компаний, вот честно, потому что я там росла, ну, соответственно, какие-то люди там оставались со мной, какие-то уходили, и были девушки, которым было очень тяжело в целом заводить какие-то новые знакомства в жизни, потому что у них было очень много комплексов по поводу своей внешности, по поводу того, что они в чем-то не состоялись. И мы очень много об этом разговаривали на тот момент. И им просто в интернете проще, потому что ты не видишь человека. Тебе он нравится за то, как он общается, за то, как он играет, допустим, за, ну, что-то такое. Ну, зацепить может, в общем, не внешность, да, если у тебя, допустим, в ней конкретно комплекс. И им там было проще заводить дружбу. И которая потом приводила к тому, что люди приезжали там в разные города, встречались, до сих пор общались, там даже одна свадьба была. Говорит, я нашел свою жену в лоле. Вот. Так что как парням тяжело, так и девушкам. И есть темы, на которых я скажу, да, точно, вот здесь девушкам сложнее, но пока это не та тема. Здесь тоже все равны. Ты в лиге уже 10 лет, как ты сказал. Ну, вот 11-й, получается, сезон, да. По сути, ну, это большой кусок жизни. Вот ты можешь сказать, чему тебя научил лол, что ты применяешь в жизни? Психологии, не знаю, там, каким-то микромоментам с моторикой мелкой, типа, ну, нажимать быстро на клавиши. Что-то такое есть? Я всегда со своими друзьями, с кем вот мы играем 10 лет, всегда говорим одну и ту же вещь, что, господи, почему мы именно в эту игру начали играть? Почему 10 лет назад никто нас не пнул от этого компа, и почему мы все еще здесь, всю жизнь испортил? Ну, это такая как бы общая наша шутка, что лол нам всю жизнь испортил. Ну, такая шутка с долей правды, знаешь. То есть все-таки он испортил? В принципе, 99% моего общения, моей работы – это все то, что дала мне игра. Потому что... Типа круг общения ты имеешь в виду? Да, мой круг общения, там какие-то отношения, которые у меня были, работа, которая у меня есть была, это все то, что вот дал мне тот выбор. Но на самом деле я стала, наверное, не так критично относиться к своим собственным ошибкам, не так критично относиться к ошибкам других людей. То есть я стала терпимее, потому что когда ты играешь в команде, а мы много играли в команде еще до Vayvictis, ну, ты учишься как бы прорабатывать это в себе. То есть я была очень вспыльчивым человеком. Ну, я в целом достаточно эмоциональный и вспыльчивый человек. Я могу там сгореть за минуту, а потом успокоиться. Но в лоле... Извиниться. Извиниться? Извиниться, что? Принесите словарь. Нет. Чего? Слишком много чести. Извиняться меня там не научили. Так что да, ты становишься просто сдержаннее, наверное. И еще это очень помогло мне перестать воспринимать какую-то личную критику. Потому что, когда вначале тебе пишут какие-то вещи, ты очень, вот когда я была еще в школе, ты так близко принимаешь к сердцу, ты думаешь, блин, он же меня не знает, почему так обо мне говорит. А потом ты просто такой даже не видишь этот чат, господи, что кому-то пишут, это мне до свидания. Ну вот так как-то уже. Но это с годами было. Просто я была очень мнительным подростком. Вот у тебя маникюр, я заметил. Да. Был ли у тебя маникюр побольше и как с ним играть? Больше... Насколько удобно? Лично у меня не было... Показать.
На Вот. превью пойдет вот это все. Лично у меня длинных ногтей никогда не было, потому что когда мизинец начинает, вот мышку держишь, когда мизинец начинает царапать коврик, он у меня пластиковый, мне становится некомфортно. А у Вайлет Ферри, например, у нее вот такой вот, ну ладно, я утрирую, ну где-то вот такие Ну, типа ногти. сантиметра И так, полтора-два. да, и они у нее такими были всегда. Вот всю жизнь она так играет, ей очень удобно. Ей норм. Да, она вообще никогда не носит короткие ногти, она уже не может. Ну, такая странная немножко. Вот ты говорила, что у тебя вокруг общения, да, и вокруг лолки, и, соответственно, отношения были. К тебе часто подкатывали в игре? И вот чувствовала вот это вот внимание? Ну, вообще, я вот вчера стримила, нет, не вчера, позавчера стримила, и я играла с бронзового аккаунта, и там я пикаю Тристану. Нет, я сначала меня автофилит в лес, я пишу: ребят, можно мне, пожалуйста, дать любую линию, только не лес. Я не играю в лесу вообще никак, никогда, нет, не мое. И чувак один пишет, прям, я запомнила: не надо соваться в ранкет, если ты не умеешь играть в лесу. Ну, расскажи мне, конечно. И, типа, пожалуйста, и чел такой пишет: ну ладно, я смотрю, ты играешь на AD-керри, ну, возможно, иди на топ. И я пикаю Тристану. В итоге они кидают Дискорд в чат. И я пишу: ребята, можно я тоже присоединюсь, пожалуйста? Ну, так мы точно выиграем. И они такие: да, конечно. Что-то мне уже никто в чат не пишет. И они мне говорят: типа, ты размьютишься? Я говорю: ну, меня родители просто заругают. Нельзя громко разговаривать. Но потом, когда мы выиграли, я размютилась и сказала: ребят, давайте, пожалуйста, во-первых, не флеймить друг друга, будем друг друга уважать. Ко мне уже начали ломиться какой-то чувак и в Лоле, в Дискорде, это еще раз добавлял, написал: привет, меня зовут Мухтар, мне 23, на стриме написали: к тебе клеится собака, спасибо большое. Типа, я могу показать там директ Инстаграма. Мне постоянно пишут там: будь моей женой, давай встречаться, давай будь моей женой, там, второе, третье, не знаю. Я не знаю, о чем люди думают, честно говоря, это глупо. Ну, типа, не то, что клеится, подкатывать постоянно, написать, допустим, такие вещи человеку, которого ты не знаешь, но это шутка. Ну, то есть... Типа, есть места, где ты знакомишься? Да, нигде. Окей. Скажем, какое-то количество раз к тебе подкатывали, и это к чему-то приводило? То есть ты начинал вот на такой почве встречаться с людьми? Нет. Мне тяжело, допустим, когда мне человек пишет, там, вот, давай познакомимся, вот это все, это опять о себе рассказывать. Вопрос: зачем? Снова повторять. Потом выяснится, что там, не знаю, какие-то... Что он Мухтар. Что он Мухтар, извините. Да, или что у него рост 1,60 м. Что мы говорим парням с ростом 1,60 м? Привет, друг. Привет, да, прикольно. Да. Нет, да для меня... Ну, я просто не очень люблю такие вещи. Я сама никогда ни с кем вот так не знакомилась, если это была шутка. И когда мне так пишут, я очень скептично настроена. То есть... Но по мне, так общение должно как-то непринужденно начинаться, и, возможно, там оно к чему-то приведет, а возможно и нет. Но когда вот прям кто-то яро подкатывает, ты прям хочешь прям щелбан в лоб дать. Не знаю, ну, они же все ниже, как бы, да, поэтому щелбан сверху. Да. Можно ли впечатлить девушку хорошей игрой? Да. 1,60 м после этого узнается. Угу. Привет, друг. Ты такой: ну, слушайте, мужчину красит не рост, как бы, да. Резко переобуваемся. Окей, понял тебя. Тебя вообще насколько сильно бесит, когда кто-то из твоих тиммейтов играет не настолько хорошо, насколько ты хотел бы, чтобы он играл? То есть тебя часто горит? Постоянно. Вот когда мы проигрываем игру из-за меня, я очень расстроена. Ну, мне не горит, но я именно расстроена. Но когда кто-то, вот ему пишут, что нужно сделать, а человек целенаправленно это игнорит почему-то, хотя на это нет никаких объективных причин, его никто не оскорбил, ему просто написали, да, допустим, нам нужно играть вокруг объекта, а ты, допустим, джанглер, и ты берешь, идешь в другую часть карты. Существует ли сексизм в киберспорте? Конечно. В гейминге? Да. Ну, вот то, о чем ты говорила, да? Заходит девушка, сразу шлюха, швабра и все такое. Ну, это скорее личный долбоебизм, но сексизм присутствует в таких моментах, как мы берем трайауты в команду. Да, мы поговорим о киберспорте. Вот я с позиции менеджера рассказываю. Я, кстати, это очень много раз говорила. Допустим, мне нужно провести трайауты на позицию лесника. И у меня есть в заявках, допустим, 10 парней и 1 девушка. У них плюс-минус одинаковая эла. Да? И, конечно, я дам возможность именно потрояутиться всем, и парням, и девушке. Но когда мы будем
конечное решение принимать. Допустим, у нас 2 человека, вот мы там из 2 выбираем, сыграли плюс-минус одинаково. Но тут решающий фактор. Нам жить на буткемпе всем почти год. Ну, либо полгода, либо год. Это получается обратный сексизм. Да. Ну, плюс-минус. Какая-то хитренькая. И, понимаешь, я не знаю, как поведет себя девушка, у которой нет опыта в компетитиве. Она никогда не жила на буткемпе. Она, допустим, достаточно, замкнута в себе, закрытая, да. То есть нет никаких рекомендаций, за нее никто не может поручиться, она ни с кем не работала, да, в других командах, да, условно. И, допустим, у меня там могут... Там ребята тоже, которые особо с девушками не общаются, да, там испытывать к ней какие-то чувства. И вот все мы уже думаем не о том, как выиграть сплит, не о том, как тренироваться вместе, да, не о том, как обеспечить наш быт, а о том, что кто-то в кого-то влюбился, заиграли гормоны, все пошло по пи***е, опять никто не тренируется, они посрались, она не хочет выходить из комнаты, кто-то рыдает, возможно, я. Из-за того, что девушек в принципе мало, но было в киберспорте, то брать их с точки зрения менеджера и организации довольно боязно, потому что мы не знаем, как они поведут себя, когда мы будем находиться на тренировочной базе. Не будут ли эмоции мешать, допустим, в игровой день. Да, потому что парни, они обычно очень так сухо, холодно ко всему. Пошли, проснулись, выпил стакан воды, хлопнул с тела, все, он играет. Я играла в женских командах, у нас были срывы турниров из-за эмоций лишних, а это женский, там 5 девочек было, а парни на это отреагировали. То есть очень много «но». Поэтому вот в киберспорте, конкретно в этом моменте, если мы берем игры, да, он есть. А как девушки вообще в принципе отвечать на такую травлю и сексизм там, в гейминге и в киберспорте? Если тебя могут добить в интернете, в 2021 не заходи в интернет. Травля для любого человека – это очень серьезный удар по тебе как по личности. Потому что одно дело, когда тебе разово где-то там, что-то написали плохое, а другое дело, когда тебе именно травят прям целенаправленно, когда сталкерят твои аккаунты. Как отвечать на это? Никак. Лучший ответ Просто на травлю – игнор. это молчание, да, конечно. Угу. Не нужно опускаться до уровня людей, которые занимаются такими... я считаю, что это даже не то, что мерзко, травля – это страшно. Потому что есть психически и морально устойчивые люди, там девушки, парни, а есть люди, которые могут этого не перенести. Поэтому я думаю, что это должно вообще пресекаться в любом комьюнити на корню сразу, и я могу только посочувствовать жертвам травли и надеяться, что никто из нас не окажется в такой ситуации. У вас был топер, некто Ванкоте. И насколько я нашел информацию, опровергни меня, если я не прав, в ее случае это была прям конкретная травля, и кто-то даже на стриме, по-моему, это был Триггерет, или могу неправильно назвать, она сказала, да лучше бы она вообще сдохла, насколько я осведомлен, ее травили из-за того, что, она там что-то не то делала, не хотела исправляться, и с ней не работали, а ее травили. Вот что ты можешь сказать? Смотри. Должно ли жестко пресекаться? Ситуация была такая, что мы все изначально должны были жить в очень маленьком пространстве. Но так как она жила рядом, ее дом был по соседству с нашим буткемпом, мы решили, что так как мало места, это в принципе не обязательно, да не то, чтобы она особо рвалась. И изначально, когда мы пытались играть скримы, там быть лучше, вот это все развиваться, там еще был у нас такой запал небольшой, у Дианы с ней действительно возник конфликт на почве именно игры. То есть вот так вышло, что они сцепились. Но все остальные члены нашей команды, в принципе, не обращали на это внимания. Мы говорили: так, давайте, пожалуйста, не перегибать, не переборщать. На этом первый эпизод этого всего закончен. А дальше я сказала, что наша цель на этот сплит – это просто 2 дня в неделю. Мы должны ездить на студию, быть там вовремя, в форме, красивые, отыграть и уехать по своим делам. 2 дня в неделю мы можем собраться, поиграть в скримы, но в целом это не обязательно. И дальше начался, собственно, сам сплит. Мы где-то месяц друг с другом протусили, прообщались. И их конфликт, 2 людей, начал усугубляться, потому что, Диана молодая, горячая, неопытная,
не очень следила за тем, что она говорит. А вот НКТ как раз такой человек, который, к сожалению, не умел абсорбировать конфликты. Но никто из нас, из остальных людей в команде, никогда в жизни не там, пускался до такого уровня, чтобы там, их поддерживать, вставать на чью-то сторону. Мы, наоборот, им постоянно объясняли, что, типа, девочки, вас никто не заставляет быть друзьями, мы здесь работаем. Мы никогда не поддерживали, на самом деле, их конфликт. Мы, наоборот, говорили им, что никто не обязывает вас здесь быть подружками. Пожалуйста, вот у вас есть работа, у вас есть 5 недель, вы должны сделать так, чтобы всем было комфортно. Но Диана, как бы человек с низкой ответственностью перед людьми в рабочем коллективе, да, на тот момент она была именно таким человеком. Сейчас не знаю, мы уже не общаемся, сколько, пару лет. Вот, ну, поработали, хватит. Она тогда Извини, как Диана раз это какой? триггерит. Триггерит, Да, ага. да. Вы с ней, по-моему, не играете, да, сейчас? Нет, мы вот разошлись после как раз весеннего сплита. Она как раз решила высказаться в таком негативном ключе у себя на стриме, что повело, собственно, последствия. Вот. Но суть в том, что это была, наверное, огромная обида от Наташи, что она решила выставить это так, что ее травили, потому что это была какая-то, наверное, безысходность. Ей очень хотелось как-то ответить, потому что вариант не отвечать никак на выпады, ну, как бы, по сути, ну, ребенка, ну, там, где они 18 лет, пожалуйста, ну, ты же тут тоже быть умнее в этой ситуации. Ну, видимо, никого не нашлось. И она выпускает как раз в тайне от нас от всех интервью, что ее там травили, как-то обижали, хотя мы вообще были в шоке. Я такая, кто? Мы видим тебя 2 раза в неделю, мы же не общаемся даже. Ну, то есть мы общаемся из серии Наташи, там все нормально, сегодня собираемся играть, спасибо за игру, давай, все, там встретимся на студии, да, у нас вот такая была атмосфера. То есть слово «травля» — это слишком громко для того, что было. Да, то есть, ну, ей виднее, возможно, она испытывала эти эмоции, и, ну, мне жаль, что она с этим столкнулась, но я не считаю, что в нашем коллективе кто-то вот так к ней относился, как она об этом сказала в интервью. Ну, мне кажется, она просто психанула, потому что она же как-то играла вообще, в принципе, с людьми. И наверняка ей что-то такое говорили, и, может быть, даже и пожестче. Скорее всего, не знаю, мы не были друзьями и в игре тоже не пересекались. А вот у твоего никнейма есть какой-то смысл? Я играла в World of Warcraft, и я слушала певицу Риану очень много. И я думаю, надо придумать никнейм, созвучный Риане. О, это Рианна. Здравствуйте. Гейминг и киберспорт. Вот отношения разные к игре? И насколько разные? Можешь пояснить? Конечно. Насколько? Гейминг — это чил. Это когда ты пришел, допустим, сел за комп, покатал в какую-нибудь свою любимую игру, ну, пару часиков, да, там, отвлекаясь на какие-то свои дела, ну, и ушел спать или там заниматься там еще чем-то. А киберспорт — это когда ты просто ставишь на кон все. Это когда ты там бросаешь учебу, там, свою девушку, ты не общаешься с друзьями, у тебя их нет. В киберспорте ты посвящаешь, ну, 90% своему времени именно одной игре, в которой ты развиваешься, где ты тратишь очень много времени на аналитику своих действий, где ты помимо, ну, вот когда ты, допустим, перестал играть, ты все равно думаешь о том, что ты сделал хорошо, что ты сегодня сделал, чтобы стать лучше. И это я уже не говорю про, там, когда ты уже в команде, и когда вы играете турниры, то есть, в принципе, ну, вся твоя жизнь, по сути, ну, как я уже сказала, 90% времени — это подготовка к турнирам, ну, вот, как бы есть киберспорт. Получается, большой кусок именно работы по киберспорту получается аналитика. И это уже получается не так весело, как играть. То есть те школьники, которые типа говорят, да я буду там киберспортсменом, буду, играть в свою любимую игру всю свою жизнь, получается, ну, нифига подобного. И ты со временем возненавидишь эту игру и будешь в нее играть без удовольствия. Это так происходит? Не, ну если ты начинаешь играть в игру без удовольствия, это значит, что твоя карьера, в принципе, близка к завершению. Не, а потом, когда ты все больше равно аналитику ведешь? Нет. Они, насколько вот сколько общалась с ребятами, кто профессионально играет, они безумно влюблены в эту игру. То есть типа у них... Да? Куда? Ликрит уже на пенсии. Нет, я говорю про то, что я читал, он типа очень любит эту игру, он, по-моему, даже сам говорит, типа, не могу, безумно люблю эту игру, типа, не могу с этим ничего сделать. Типа. Но, тем не менее, это не помешало ему завершить его карьеру. Ну, окей. Да, ну, в общем,
Когда ты чувствуешь, что ты уже заставляешь себя играть, что тебе уже это не так интересно, ты уже хотел бы позаниматься чем-то еще, вот в этот момент ты задумываешься о том, что надо бы все это заканчивать. Потому что если у тебя нет личной внутренней мотивации, играть больше, анализировать там дольше, сидеть за просмотром своих игр, там составлять свою личную аналитику для себя, то это все, это гиблое дело. То есть этим нужно гореть, это нужно любить. Окей, а чем киберспорт отличается от обычного спорта? Есть какие-то различия, на твой взгляд? Я помню, ты просто говорила, что ты занималась легкой атлетикой, и ты можешь провести такую параллель между киберспортом и обычным спортом. Киберспорт менее травмоопасен, чем спорт. По большей части меньше. Что, господи, туннельный синдром у тебя может появиться, и что, и все. Ты же не сломаешься ногу, пока ты будешь сидеть за компом, правильно? Нервы. Нервы. Попьешь таблетки, успокоишься. Если бы так это работало? Нет, на самом деле, кроме очевидных различий, наверное, то, что киберспорт доступен для людей с ограниченными возможностями, мне кажется, что больше, чем спорт. Когда ты, допустим, получил какую-то травму и не можешь дальше продолжать заниматься физическими упражнениями, ты всегда можешь найти себя в играх. А есть такая тема, тоже, опять же, я читал, слышал, что киберспортсмен на самом деле проводит времени в игре меньше, чем геймеры. Есть такое? Либо наоборот, такое устоявшееся мнение, что корейцы, например, или китайцы, они 24/7 играют, за счет этого они скилловые. Вряд ли геймеры проводят в игре больше времени, чем киберспортсмены. Сколько в день ты проводишь, когда тренируешься? Когда мы тренировались, я с себя не очень хочу брать пример, потому что мы такая себе команда на полшишечке. А вот нормальные игроки, они, допустим, с 12 утра играют до 5 вечера соло-ку. В 5 вечера у них начинается скримблок первый, они могут отыграть 3 игры, сделать перерыв, потом еще сыграть 2 игры. И то есть, получается, с 12 утра где-то до 11 вечера ты сидишь плюс-минус за игрой. Если у тебя соло-ку день, то ты во сколько ты проснулся, ты играешь часов, может быть, 15, не знаю. 15 часов? Плюс-минус, 15-10 часов. Ты просто, все, что ты делаешь, это игры. Как бы играть еще больше, я просто не представляю. Больше я тоже. Часов. Слушай, кто-то мало спит, кому-то нужно просто меньше сна. То есть, все-таки, чем больше играешь, тем ты лучше играешь. Твоя продуктивность не зависит от количества часов, которые ты играешь. А зачем тогда играть 15 часов? Потому что ты за это время практикуешься. Но вопрос, если ты... это знаешь, как то же самое, что ты в спортзале делаешь приседания. Ты не делаешь их 15 часов, и ты не делаешь условно. их 2 часа, Хорошо. ты делаешь полчаса. Хорошо, ты делаешь их полчаса, но ты можешь делать их условно не полчаса, а час, но если ты делаешь их неправильно, то весь этот час не имеет смысла. Да. Ты сотрешь колени. Тут такой же вопрос. То есть, окей, ты можешь не играть 15 часов, ты можешь в день, у тебя нет возможности, ты можешь в день поиграть часов 7, но вопрос в продуктивности. Как ты их провел? В каком ты был состоянии в этот момент, как ты себя чувствовал. То есть, если у тебя болит башка, ты не можешь сфокусироваться, ты не выспался, то твоя продуктивность, она, очевидно, хуже. То есть, и тут вопрос, стоит ли играть 15 часов, если ты, в какой-то определенный день не готов к такой длинной дистанции. То есть, зачем? Не кост-эффективно. Спамить игры 15 часов, лучше поиграть пару часов нормально, осознанно. Очень много людей, мы зайдем в их профили, у них до хрена часов в лиге, но они сидят сильвер, голда, бронза, допустим, платина. Казалось бы, они же так много играют. Но если ты играешь бездумно, если ты просто нажимаешь и играешь на каком-то рефлексе, то тогда какой вообще смысл от этого? Вопрос того, что геймеры, они в игре чилят, им все равно вообще на твои какие-то, как надо, как правильно, на какую-то мету, на какие-то вещи. То есть они за этим не следят, они просто зашли, поиграть. Классно, выиграли, не выиграли, ничего страшного, в другой раз получится. А люди, которые занимаются киберспортом, они суперосознанно подходят к играм, к пикам, к мете, к сборкам, ко всему. Какие вообще, в принципе, ощущения у профессионального игрока, когда он сидит и играет под камерами на чемпионате, когда, как это называется, в студии? Стресс определенно есть, потому что на тебя смотрят люди в зале, они тебя рассматривают.
Это 100%. В любом случае, когда тебя выводят из своей зоны комфорта, это, да, допустим, твоя комната в тишине, где ты один сидишь себе спокойно в позе, которая тебе удобна, под камерой, где ты не можешь задрать ноги, допустим, где ты не можешь развалиться, где у тебя ограниченное место, где на тебя смотрят люди, где у тебя все вот одно, знаешь, слово ограничено. Ты очень ограничен в своих действиях, когда ты на публике находишься. Вот. И это вызывает определенный дискомфорт. Но если ты часто в таких условиях, ты на это уже не обращаешь внимания. То есть для тебя, в принципе, разницы, что ты играешь из дома, что ты играешь со студии, особо нет. Ну да, там, конечно, приходится ждать, пока тебе гриф нанесут, куда-то ехать, что-то делать, и ты такой... Вот, постоянно приходилось пинать игроков, типа, давайте быстрее. Вот, ну, им это, конечно, им комфортнее просто сесть там за стол и поиграть. Вот, а когда ты выходишь первый раз, или там второй, третий, ну, у нас тряслись руки, ноги тряслись. У меня вообще в голове был шум из наушников, я сидела просто вот так вот. Я вообще не понимала, что мы здесь делаем. То есть я, знаешь, мышкой вот так. Я в игру включалась в минуте на 20-й, когда я понимала, что уже как бы все. Но не всегда у нас игры до 20-й доходили, да. Но я настолько нервничала сильно. Я видела, что думала о том, что все видят мои ошибки. Хотя нельзя об этом думать. Ты должен думать только об игре, у тебя есть четкий план. Но вот я с своими эмоциями на сцене, честно, не справлялась. Но мне было очень тяжело. И еще, когда я была менеджером, я к игрокам подходила и говорила: ребят, я вообще не представляете, как вы тут сидите, потому что для меня, ну да, это супер стресс. И для многих в моей команде это был супер стресс. Типа, стоял над ними и нагнетала, типа, блин, я вообще не представляю. Я бы сейчас здесь, если бы сидела, вообще, я бы тут просто, ну, валидола мне там принесите. То, как вы нервничали, то, как ты нервничала, это и есть причина, почему вы так плохо отыграли все Одна игры? из тысячи. Одна из тысячи? А какие Ну да, одна из остальные? тысячи. Мы плохие игроки. Это самое основное. Мы плохие игроки. Киберспорт, как и обычный спорт, туда попадают лучшие из лучших, которые занимаются чем-то лучше, чем другие. Мы не были лучше, чем другие. Так вышло это обстоятельство, так сложилось просто, что там оказались именно мы, именно впятером, именно 5 девочек. Но не 5 хороших игроков. А какие у вас были сильные стороны, вот, скажем, по сравнению с другими? Сильные стороны. Мы не боялись проигрывать. Мы не ждали от себя побед, мы не играли на победу. И мы не старались поддерживать чьи-то ожидания, кстати, которых не было. Да, вот. Мы просто шли вот со свободным сердцем, с чистой головой, все. Нам было весело. Почему тогда нервничали? Ну, блин, ты представляешь, ты сидишь, на тебя свет, все смотрят. У меня, например, отвратительно падал свет. Я была таким уродцем просто из Нотр-Дама. Волновались, как бы не сыграть настолько отстойно, но все равно это происходило. То есть, типа, чтобы не сыграть хуже, чем мы умеем. Но из-за волнения мы все равно играли хуже, чем мы умеем. Прикольно. Нет. Я очень поржал, когда против вас забанили 5 саппортов, например. Очень сильно я угорел. И, насколько я слышал, их потом наказали за это. Типа, это сексизм. Вот как ты, кстати говоря, к этому относишься? В смысле, зайдите, это же писали еще на Reddit, зайдите в наши профили, мы 5 мейн-саппортов, судя по нашим аккаунтам. Ребята подготовились, забанили 5 саппортов, молодцы. Заходили на нашу PGG. Ну, типа, что я могу сказать? Я не знаю, за что их запанишили, честно говоря. Мы тогда еще писали в Твиттере и писали во всех соцсетях, что это не наша инициатива, потому что на нас опять обрушилась шкала хейта. Это было решение Riot Games, как бы не знаю, чем они руководствовались, но мы и на студии игрокам сказали, и во всех соцсетях мы сказали, что мы здесь ни при чем, мы это решение не поддерживаем. Это неправильно. Угу. А вот второй, типа, прилетело замечание за то, что Рокс, по-моему, вас не заканчивали очень долго. Вега. Если так можно сказать, Вега, окей. Тут нужно обратиться к регламенту. Вот я этот пункт, честно, точно не помню, написано ли там, что нельзя целенаправленно затягивать игры. Вот, честно, не доходило до этого пункта. Я эту информацию, короче, спарсил в каком-то видосе, там рассказывалось, что, типа, нельзя не то что затягивать, нужно заканчивать максимально быстро, насколько ты можешь вот в данный момент. Тут есть возможность закончить, ты должен заканчивать. Но это какое-то глупое правило, типа, может, я хочу... Блин, это колоссальный опыт. Ты сидишь под камерами при толпе, и, не знаю, есть возможность попробовать какие-то меты, например, сборки, ну, что-то. Ну нет, слушай, они играют на победу. Тут вопрос того, что ты делаешь все для того, чтобы выиграть. Это все, что важно. Неважно, какими героями, какими... Ну, для тебя главное – это победа.
И, конечно, что если бы они играли с другой командой, никогда бы в жизни они не позволили себе вот так долго затягивать игру, даже которую они вот так сильно выиграли, они бы все равно закончили. Вот в чем момент. То есть, если в регламенте был такой пункт, ну, значит, справедливо, нечего нарушать правила. Окей. А на что может рассчитывать девушка в киберспорте по деньгам? Ой, слушай. Я сейчас это сделаю вот так. Сколько ты зарабатываешь? Но если мы берем от тебя как игрока, вот девушку как игрока, зависит от твоего опыта игры, компетитив, от твоей медийности, вот, от того, в каком регионе ты тоже играешь. Ну, вот это все сложи как бы вместе. На какой роли ты играешь? Ну, допустим, где-то дефицит лесников, где-то дефицит топеров, и, конечно, там за них борьба. Ну, вот это все, если в сумме сложить, то так и выходит. Если ты, допустим, уже работаешь за сценой, там, интервьюером, допустим, в продакшене, то это вообще зависит от вакансии, как бы тут. Возможно ли попасть в киберспорт, в киберкоманду без связи? Вот как попала в команду ты, например? Вот как вас собирали? Вы единственные, кто там на Руна-Весте из России, СНГ играете в лоукал более-менее профессионально? Вот, ну, как этот процесс происходит? Ну, слушай, я, когда попала в Invictus, я была волонтером в 2016 году от Riot Games на их мероприятиях. Я заполняла свободную анкету, и меня просто выбрали. Потом там я познакомилась с ребятами, начали общаться, пока работали волонтерами. Меня пригласили быть судьей на Игромир, на лоллеровский ивент. И там играла в Invictus, не помню с кем. Вот, ребята, и я там познакомилась с Сергеем, с Тим Овнером. И тогда мы начали общаться очень много за команду, за все. Но он так ко мне очень скептично относился. Я спросила, я очень хочу работать в киберспорте. Я не знаю, с чего начать, я не знаю, что делать, но я готова очень много работать. Ну, мы так тогда поболтали, обменялись контактами, он говорит, нам нужны спонсоры. И я стала без какого-либо опыта их искать, вот, и было пару успешных как бы моих кейсов, и тогда мне сказали, что мы можем, ну, типа, дадим тебе возможность попробовать себя вот менеджером, потому что, ну, видим, что у тебя есть какая-то польза, есть какой-то результат. Поэтому, конечно, можно попасть в киберспорт без связей. Особенно сейчас, с каждым годом все больше и больше вакансий. А команду мы собирали супер рандомно, ее вообще никто не собирал. Это я собрала девочек, чтобы мы просто поиграли в женский турнир, который, кстати, потом и не состоялся. Я просто перепутала. Там не для этого их собирали, но мы уже собрались, как бы, чтобы нам не поиграть. И это я их уже подтянула, вот, потому что ну, это просто стечение обстоятельств. Это не потому, что мы были какими-то выдающимися или выделяющимися из. Это на нашем месте мог оказаться кто-то другой, но не оказался. А кто вообще, в принципе, на про-сцене играет лучше, девушки или парни? Есть хорошо играющие девушки, есть хорошо играющие парни. А как-то их все вместе в рейтинг и... Ну, смотря какая дисциплина, нужно смотреть. Не, ну, скажем, мы сейчас про лол разговариваем, в Лиге Легенд. Слушай, ну, я же говорю, опять же, есть парни, ну и просто большинство девушек много играет, потому что мы не берем главные лиги, типа там Лека, ЛЦЛ, там ЛСК, потому что разных турниров, которые устраивают неофициально Riot, а в целом какие-то ну, спонсируемые частными компаниями, их очень много, и очень много девушек играет. Вот, пожалуйста, мы участвовали в европейской там, женской лиге, пожалуйста, их там очень до хрена. Не могу сказать, кто лучше, это все же ситуативно. Больше парня, лучше, зависит от игрока. Давай поговорим о саппортах. Считаешь ли ты это легкой позицией в игре? Типа, на которой можно почилить? Относительно как в гейминге, смотря как и в киберспорте. относительно чего. Смотри. Ну, относительно того, кто какой вклад вносит в победу, скажем. Саппорт – одна из самых импактящих ролей в игре в целом. Ну, сейчас в нынешнем сезоне, в принципе, это все еще одна из самых импактящих ролей, потому что ты смотришь на всю карту, ты шот-коллер, ты сам роумишь, ты расставляешь тотемы, ты сидишь за игрой, ты предугадываешь ее исход, поэтому нет. Это абсолютно не легкая роль. Я бы сказала, что если ты хочешь почилить, ты играешь на AD-керри. Всегда была такая локальная шутка, что АДшник не тупой. Это вот все АДшники так говорили, потому что ты в основном играешь молча, ты просто говоришь какую-то информацию по своей линии, ты сфокусирован на фарме и на механике, это все, что ты должен делать. У тебя очень мало ротации, ты постоянно ходишь саппортом, то есть, как бы вот здесь ты можешь почилить, да, действительно. Ну, типа поиграть на бессознательном, да, вот это то, о чем Ну, вы говорили. плюс-минус, да, скорее, типа, на каких-то рефлексах.
Вот. А нет, саппорт ты должен думать, это глава команды, потому что обычно шот-коллит лес и саппорт. С этих ролей лучше всего видно каждую игру. Что тебе не хватает и что тебе стоило бы прокачать как игроку в Лигу Легенд? Что тебе не хватает? Мотивации, Какой усидчивости. мотивации? Мотивация играть. Я не хочу играть в эту игру с 2018 года, честно говоря, В да. смысле? Все, перегорело? Да, в 2018 я просто в какой-то момент села, помню, за комп, понимаю, что я уже заставляю себя скорее в нее играть, чем хочу. Вот, поэтому я не стремлюсь сейчас пересобирать команду, куда-то рваться, потому что мне больше интересно, и была интересна работа вокруг лиги, чем, как бы все, знаешь, вот я перегорела просто. Нет того желания. Поэтому вот от мотивации идет уже там, что нет усидчивости, не хочу тратить на это время, я не хочу разбирать новый патч, я не хочу что-то анализировать, я хочу просто играть. В основном я играю на победы, выигрывать все равно хочется, но уже проводить столько времени в этой игре нет никакого желания. То есть я правильно понимаю, что, возможно, мы вскоре увидим тебя, может быть, на другой позиции, в смысле не игрока, а менеджера, да, там, интервьюера? Я изначально была на этой позиции, и мне бы хотелось продолжить развиваться именно на этой роли, не как игроку, а как вот менеджеру, интервьюеру, там, не знаю, много разных опций. А в будущем вообще сезоне у вас будет слот у Invictus? Так, смотри, ситуация такая. В 2020 году Riot Games сделали официальное заявление о том, что у нас забирают слот на один сезон, то есть на 2020 год, потому что наши результаты не впечатлили. Это очень спорный вопрос, потому что нигде в регламенте, если я не ошибаюсь, таких моментов прописано не было, да, но, допустим, это их лига, могут себе позволить. Но уже сейчас в феврале начинается новый сплит, и пока что мы еще не услышали никаких от них заявлений о том, что можно ли нам вообще вернуться, в каком виде, и чье место мы займем. Поэтому ждем от них какого-то официального ответа, ведем переговоры. Почему российские киберспортивные команды намного слабее, чем их соперники из других регионов? Что с ними не так? А какую дисциплину мы берем? Мы сейчас про Лигу Легенд все еще разговариваем. Хорошо. Это очень сильно зависит от инфраструктуры лиги. То есть у нас нет притока новых игроков, потому что это просто невыгодно. Нет хороших зарплат, нет хороших условий для развития. То есть наша лига, она в принципе находится в упадке с конца 2017 года, 2018-2019. Все постепенно проседает, интереса к ней меньше, как и у спонсоров, так и у зрителей, поэтому достаточно тяжелые времена переживает, и из-за отсутствия должных условий для всех, и спонсоров, инвесторов, игроков, из-за этого мы в целом играем хуже, чем там. То есть материальная сторона, да? Нет, скорее нет подходящих условий, и опять же нет мотивации. Ради чего? То есть ты сейчас Ради денег, это же профессия, вы же тратите Ни время. один игрок не добьется успеха, если главная его мотивация – это деньги. Деньги, в принципе, не могут быть ни в одном деле главной мотивацией. Насчет но главной это спорт. соглашусь, но тем не менее. Одна из, но не основная. Ты же не можешь, так. ты можешь быть сумасшедшим фейкером, но ты не можешь, например, позволить себе, еду. Ты можешь быть сумасшедшим фейкером, ты можешь прийти поиграть в сплит за бесплатно, допустим, один, ва-банк пойти, но ты настолько хорош, что настолько классно себя проявишь, что тебя заберут в хорошую команду на хорошую зарплату. У нас регион, конечно, бедствует, но не настолько. У нас есть юолы, есть гамбиты. Они создают хорошие условия для своих игроков, и туда стоит стремиться. Unicorns of Love, если я правильно понимаю, это вообще немецкая команда. В смысле, менеджмент весь. Да. Это команда не российская. Вопрос был про российские команды. Гамбит, по-моему, да, они хорошо, российские. гамбиты. Что-то как-то у них, по крайней мере, в последнее время не очень. Ты не можешь всегда занимать первые строчки. Нужны какие-то ротации, изменения в менеджменте, в составе игроков. И я думаю, что в этом сезоне они дадут бой. Немножко инсайд инфы. Сложно ли играть в женском коллективе? Очень сложно играть в женском коллективе. Почему? Лично мне очень сложно. Я, в принципе, не особо... У меня есть опыт общения с женщинами, честно. Потому что я как-то больше с мальчиками дружила, и в общении с парнями все просто.
То есть ты не думаешь, ты прежде чем сказать, ты не думаешь, что ты можешь кого-то обидеть, потому что, скорее всего, на тебя не обидится. А вот в общении с женщинами ты такой, так, подожди, как она это воспримет? Ну, просто, знаешь, реально все очень подвязано на таких вот эмоциях, я бы сказала. Поэтому тяжело иногда бывает. То есть, знаешь, тяжело, потому что у нас не было, например, общей цели. У остальных команд была цель какая? Победить. И все работали на победу. А у нас какая цель? Не разосраться под конец сплита. Кстати, мы не справились. А какую цель ставили? Мы себе ставили цель. Нет, а вам, менеджмент, какую цель ставил? Менеджмент здесь, кстати, ты сама себе цель ставила? Сама себе, сама ставила цель команды. Так и какая она? Извини, перебил тебя. Просто поиграть. На камеру. А почему? Просто поиграть и посмотреть, сможем ли мы под конец импрувнуться, находясь в плюс-минус таких же условиях, как и проигроки. Сможем ли мы стать лучше как команда, сможем ли мы стать лучше как просто отдельные игроки. Так посмотреть, это эксперимент. Тут нельзя ставить какие-то однозначные цели, это просто была спонтанная Я вообще, вещь. когда увидел женскую команду, я подумал, что типа вы Invictus это делает для того, чтобы тупо похайпить. Но это очень клевый хайп, и это поднимает медийность, должны приходить контракты, деньги и вот это вот все, нет? И вот это все того, чего у нас нет, кстати говоря. Все того, чего у нас нет. Ни контрактов, ни денег, ничего. Может, вы просто делали все не так, как надо. Да Надо нет, было вам, слушай. нанять Моргенштерна, он бы вам нормально все Да, делал. естественно, все бы наша зарплата ушла ему. Извините. Я не готова спонсировать. Простите, тогда можно меня, я чуть поменьше беру. Да нет, у нас даже не знаю. Да не то, что похайпить, просто, я же говорю, так сложилось. Мы терпели такую бедственную финансовую ситуацию. Мы решили найти из нее выход. Выходом оказалась женская команда, и раз уж мы нашлись, то давайте попробуем, посмотрим. А потом мы просто вошли в кураж. И мы же хотели летом брать европейских девушек играть, мы устраивали европейские трyoуты, мы хотели показать хорошие результаты. Но, к сожалению, у них там тоже я не поеду, потому что это Россия, это мало платят, это у меня учеба, вот здесь я переживаю, вот так еще позагибай пальцы, и все, в принципе, там 10-15 человек, и вот эти варианты все испарились. Так что, если парню там позвони, скажи, хочешь в киберспорт? Сейчас готов, он уже с чемоданом выкатывает в соседней комнате, говорит, куда ехать. А у девушек нет, как оказалось, все сложнее. Там есть большой ряд «но». А почему? Как ты думаешь? А я не знаю. Вот честно, я не знаю почему. Вот я бы поехала, я бы бросила все. Вот я как этот парень с чемоданом. Много страхов, может быть, много какой-то неуверенности. Много каких-то опасений. Сомнения. Как-то вот это все очень... Нету того куража, который есть у парней. Согласен. А насколько я помню, то, что я смог найти, единственная женская команда, я могу, кстати, быть неправ очень сильно, по крайней мере, российская, которая выигрывала какой-то турнир, это была российская команда по КС в 2017 году. Вот как ты считаешь, что они сделали так? А это был женский турнир, который они выиграли? По-моему, нет. Я могу ошибаться. Я следила за ними, я с некоторыми даже общалась. Насколько я знаю, что они играют только женские турниры. И когда я общалась с парнями, вот кто работал в сфере КС, может быть, эта команда и выиграла что-то. WESG, это... Я не вижу нигде F. ВЦГ, да. А подожди, F там было. Нет, ВЦГ, это же, по-моему, там есть разделение на мужские и женские турниры. И как раз они, по-моему, там женские играли. Напишите, пожалуйста, в комменты, потому что, это реально как бы интервьюер обосрался, я считаю. А может, и я, не знаю, не фанат КС, честно говоря. В любом случае, получается, они просто совладали с эмоциями, и у них поэтому получилось выиграть. Слушай, раз в год и женщины могут... Я говорю, раз в год и палка стреляет. Да нет, не знаю. Сложно девушкам и наравне с парнями играть сейчас в одних и тех же турнирах. Тяжело, потому что очень большая конкуренция. Если бы было равное количество, было бы больше таких вот новостей, типа девушки выиграли парней, выиграли там чемпионат мира, еще что-то. Я, кстати, уверен и надеюсь, что таких команд будет больше. Именно конечно. Сейчас это практически растет. к этому идет, мне кажется, скоро. Мужская команда, вы что, педики, что ли? Я, кстати, единственный роллер, который не смотрит аниме. Ты тоже? Да. У вас был буткемп. Как 5 девушкам ужиться
в одном доме? Мы очень много играли. Каждая в свой монитор. Ну, там каких-то бытовых ссор не было? Что, мы совсем же конченые? Нет. На буткемпе мы, честно, вообще не ссорились. Но у нас были какие-то бытовые вещи, когда я говорила Иде, там, Мирао, там у нас один выходной, это понедельник, да, Ида как бы в вечер вторника заваливается домой, такая, ну чё, как оно? Я такая, ну чё, никак, как бы, вообще это вторник. Ну, это, знаешь, чисто вот доебаться такие вещи были, то есть так мы вообще не ссорились. Да, мы как-то, вот летом особенно, мы супер френдли были. Ну да, у нас там была одна заминка с мидером, пришлось поменять, но это тоже, знаешь, как бы... технические моменты, когда мы заменили Пиу-Пиу Солари, вот, потому что тоже не смогли сработаться с ней. А в целом мы классно, мы очень дружелюбно друг к другу были настроены летом. То есть мы были друзьями даже, плюс-минус, не побоюсь этого слова. И мы кайфовали от того, что мы так вместе все живем, как детский лагерь. Что девушки могут привнести в киберспорт, вот с твоей точки зрения? Ну, именно как девушки. Красивую игру. Красивую игру. Я думаю, и так и можно наблюдать. Да и, слушай, не знаю, чего такого особенного они могут привнести. Наверное, просто пример девушек на экране может другим девушкам дать уверенность в себе и понимание того, что ты тоже так можешь. То есть вот я так начала свою карьеру в киберспорте. Я увидела девушку-менеджера на StarLadder, когда первый раз пришла и сказала, если она там может быть, почему я этого не могу быть? У тебя самый высокий ранг был претендент. Вот расскажи вот про свои женские штучки, как поднять претендент. Да, очень просто. Находишь мужика в до и апай. Серьезно? Да, конечно. На Джой, брат, привет. Все? Да? Да не, я тогда была супер на пике. Мне тогда очень нравилось играть. Я тогда кайфовала от того, что как я играю, как вообще мне все очень нравилось. И да, мы какое-то время играли с Наджоем, где-то до мастера, а до челленджера я играла соло. Ну, там плюс-минус с кем-то могла дуо поиграть, но я прям кайфовала от того, какая я мощная. Мне нравилось, как я нажимаю кнопки, как я все делаю. Ну, вот я прям кайфовала от игры. Больше такого не было, кстати, после 2015. А что вообще нужно, чтобы хорошо играть? Уметь анализировать. Предвидеть, типа, обстановку. В целом уметь просто и в самоанализ, и в анализ игры. То есть понимать, что вообще с чем взаимосвязано, почему это так происходит, почему делают так, а не так. И тогда ты начнешь улучшать свой уровень игры. У кого-то на странице из вас, да, из вашей команды, я видел, что вы летали, по-моему, в 2019 году на Тайвань. Там была какая-то сходка женских команд, что-то. Сходка паблика женского киберспорта. Типа того, ты можешь сказать, что вы там делали? Там, не знаю, типа обсуждали, как будете захватывать мужской киберспорт. Там. Мы там бессовестно жрали. Мы были в городе Тайчун. Нас туда пригласила администрация мэрия города, потому что там проходил женский фестиваль. Он проходил на базе одного из очень крупных университетов. И туда приехали 2 команды из Тайваня, мы и 1 команда из Китая. Вот. Просто поиграть, там не было какой-то цели выиграть, это был как такой френдли фестиваль. Вот, они решили его, это 2-й год он уже проводился, но первый раз, когда они решили, на нашей волне такого хайпа, они решили, что нужно женских команд побольше туда пригласить. Было очень круто, это был офигительнейший экспириенс. Я узнала, что там девочки играют 3 года вместе, что они все держат очень высокий ранг, что они там участвуют в местных турнирах, и я такая, да ладно, вы, оказывается, есть, но просто мы о вас не слышали. Вот, мы очень много с ними общались, насколько английский позволял, потому что они не особо в английский, да у нас, как бы, знаешь. У нас была переводчица, спасибо большое, Аня, она нам очень помогала. Вот, мы ходили, у нас было 4 дня, супер мало времени, чтобы что-то посмотреть или куда-то съездить, но, настолько брали интервью, мы там были просто, я не знаю, как Егор Крид в школе, когда заходишь на дверь. Это было очень приятное ощущение. Ну, то есть приехали туда как гости, просто... Да, знаешь, в тебя не харкают, а к тебе подходят фотографироваться. Такая вот была разница. Ну, это может быть, кстати говоря, не потому, что вы клевые киберспортсмены, а из-за того, что вы, типа, девушки европейской наружности. Там в целом в азиатских странах по-другому относятся к киберспорту. Там это культ. То есть неважно вообще, как бы, там, девочка, ты парень, ты играешь, ты киберспортсмен, все.
Это очень круто. Ты работаешь в киберспорте, это офигительно. То есть я очень хочу с тобой пообщаться. Тогда еще приезжал чел, я не помню, как его никнейм, из Flash Wolves, он там на чемпионате мира играл, и с ним тоже все фоткались, а он к нам бежал фоткаться, и мы такие... Ну, перестань. Офигенный экспириенс. Я бы еще раз ездила. Они скажут, что нас еще раз пригласят. Но сейчас же пандемия, к сожалению. Да. Все, ничего не происходит. Кайф. Ну, есть же такая тема, что в Китае, например, ну, любой европеец приезжает, он прям пользуется огромным интересом у китайцев. И они с ним все фоткаются, особенно если этот человек очень высокого роста, потому что они там все более низкие такие. У вас там два, короче, совпало. Вы даже три девушки, не так, красивые девушки, европейской наружности, еще киберспортсмены. Бинго. Бинго. Переезжаем. Просто Шерлок Холмс. Едем играть туда. Самый интересный человек в киберспорте. С кем бы ты вот хотела, например, там познакомиться или пообщаться? Типа там фейкер или там какой-нибудь менеджер какой-то компании. Я бы пообщалась с отделом и поработала бы там обязательно. Я бы пообщалась, поработала в отделе риотов, который занимается организацией к чемпионату мира, когда вот они организовывают сцену, выбирают локацию, составляют там всю программу. Я обожаю организаторов и спортс-ивентов. Это безумно круто. Вот именно отдел, который занимается только вот организацией всеми вещами, которые выбирают дизайн, которые там тематику, плюс-минус, вот это все мне очень нравится. Вот для меня это безумно интересно. А как вообще родители относятся к тому, что ты занимаешься киберспортом? Очень негативно. Негативно? Почему? Ну, у меня мама не понимает, что такое киберспорт, и вообще, типа, для нее, знаешь, что не приносит стабильных больших денег, то не работа. То есть она была бы больше счастлива, если бы я работала на заводе, но у меня был бы график, да, там 5-2, и она бы точно видела, что я делаю. Я ухожу из дома, я прихожу домой. Ну, вот ей как-то она... Знаешь, она изначально сказала мне такую вещь, что я не хочу в это вникать. И вот так она и не вникает по сей день. То есть я что-то там где-то занимаюсь, что-то куда-то езжу, но я поняла, что ей настолько похер, когда она звонила мне в выходные, и я брала трубку и говорила: мам, сколько еще раз мне надо сказать, что я на студии, и мне не надо звонить? Ты не можешь запомнить, что это важно? То есть, что я вот здесь. Она даже не понимала вообще, что, ну, типа, где я. Что вообще с нами происходит сейчас. Что мы, значит, это первая женская команда. Hello. Да, ну, как бы сначала было негативно, а потом просто на пофиг. Она не интересуется этим, но такая, ну, типа, тебе нравится, здорово. Как-то так. Очень отстраненно. Угу. Как ты считаешь, играть в игры лучше для развлечения, либо как профессионально, как, знаешь, как киберспорт? Как ты считаешь, что лучше? Ну, если у тебя есть предрасположенность к тому, чтобы построить головокружительную карьеру в качестве игрока, то, конечно, всеми руками и ногами за. Если ты понимаешь, что ты не готов от чего-то отказываться ради своей цели, то тогда лучше просто заходить, чилить и выходить. То есть смотря кто какие цели себе ставит. Кому что больше нравится. Да. У тебя есть что-то, что ты бы хотела сказать на камеру? Потому что вопросы у меня закончились. У тебя есть уникальная возможность на мою многомиллионную аудиторию, между прочим. О. Да, несколько миллионов просмотров будет, я уверен, не меньше. Вот в эту камеру можешь сказать. Все, кто посмотрит это интервью, и у кого были какие-то сомнения по поводу работы в киберспорте, там девушки, парни, вообще не важно, чтобы все понимали, что все зависит только от вас. Если вы чего-то очень сильно хотите, то нужно просто вставать и делать это прямо здесь и сейчас. Не ждать, пока будет какой-то удобный момент, будет какой-то лучший год. Вот если у вас есть какая-то цель, то просто начинайте искать, смотреть, как до нее можно дойти, там, не знаю, в кратчайшие сроки или на длинной дистанции, потому что, вот, например, мои родители абсолютно не поддерживают меня в том, что я делаю, но это никогда не останавливало меня, и это никогда не было ни одной причины в моей голове, чтобы я как-то сказала себе: нет, ну все, ладно, хватит, надо сворачиваться, мама хочет, чтобы я была стоматологом, наверное, надо идти учиться. Нет, просто как бы жизнь у нас одна, и я считаю, что каждый в этой жизни должен максимально стараться делать то, от чего он кайфует. Вот, так. Кайфово, прям вовремя. Спасибо тебе. Тебе большое спасибо.